Израиль нанес тяжелые удары по южным районам Бейрута и ликвидировал главу генштаба Хезболлы в Ливане. Согласно предварительным сообщениям, некоторое время назад в Бейруте был атакован Хайсам Али Табтабей, который сменил Али Карки, ликвидированного Израилем в сентябре 2024 года, на посту командующего Южным фронтом и фактически был назначен начальником генерального штаба Хезболлы. США давали за его голову $5 миллионов, и, как шуточно отмечают некоторые источники, кто-то сейчас в ВВС Израиля стал миллионером. Армия Израиля официально заявила об устранении ключевого командира Хезболлы в результате удара по южным районам Бейрута. По данным израильских СМИ, этот человек фактически считался начальником штаба Хезболлы, вторым по значимости в командной цепочке, однако его реальная должность не может быть независимо подтверждена. Официальное название операции Израиля в Ливане по ликвидации главы генштаба Хезболлы было названо «Black Friday» – «Черная пятница». По этому поводу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал ряд заявлений для СМИ, подчеркнув, что несколько часов назад армия обороны Израиля устранила Табатбая, начальника штаба Хезболлы. Он назвал его серийным убийцей, руки которого обогрены кровью израильтян и американцев, отметив, что США назначили за его голову награду в $5 миллионов. Нетаньяху заявил, что Табатбай был старшим командиром отряда «Радван», подразделения, которое готовилось к захвату Галилеи и уничтожению израильских граждан. По его словам, недавно Табатбай возглавил возобновившиеся усилия Хезболлы по перевооружению после серьезных ударов, понесенных организацией в ходе операции «Бипер», ущерба, нанесенного ее ракетным складом, и, конечно, после убийства Насраллы. Премьер-министр поблагодарил армию обороны Израиля и силы безопасности за проведение профессиональной и точной операции, подчеркнув, что его политика остается неизменной. Израиль не позволит Хезболле восстановить свою мощь и возобновить угрозу для государства. Он выразил ожидание, что ливанское правительство выполнит свое обязательство по разоружению к Хезболлы, отметив, что только так граждане Ливана смогут получить лучшее будущее, а между Израилем и Ливаном смогут существовать добрососедские отношения. В завершение Нетаньяху также похвалил президента Дональда Трампа за решение объявить братьев-мусульман вне закона и признать их террористической организацией, подчеркнув, что Израиль уже запретил часть этой организации и работает над завершением процесса. Позднее он добавил, что Израиль продолжит действовать всеми силами против Хезболлы и не позволит ей создать угрозу гражданам страны, как и в Газе, где Хамас, по его словам, продолжает нарушать режим прекращения огня, на что Израиль отвечает силой. Премьер отметил, что безопасность Израиля не зависит от одобрения какой-либо стороны в мире, и ответственность за нее лежит исключительно на израильском руководстве. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также выступил с заявлением, отметив, что Израиль продолжит решительно действовать для предотвращения угрозы жителям Севера и всему государству. Он подчеркнул, что любой, кто поднимет руку на Израиль, лишится этой руки, и заявил о полной решимости вместе с премьер-министром продолжать политику максимального давления в Ливане и других направлениях. Кац заявил, что Израиль не допустит возвращения к реальности, существовавшей до 7 октября. По данным Цахал, операцией руководил начальник генерального штаба, который находился на главном командном пункте на базе Кирья вместе с начальником оперативного управления генерал-майором Ицеком Коэном, начальником оперативного отдела генерал-майором Исраэлем Шомером, начальником оперативной бригады генерал-майором Мени Либерти и другими командирами. Начальник генштаба генерал-лейтенант Эйяль Замир заявил, что удар был нанесен по самому высокопоставленному командиру Хезболлы, и целью было предотвратить дальнейшее усиление ее возможностей и нанести точный удар по тем, кто представляет угрозу Израилю. Он подчеркнул, что Израиль сохраняет приверженность договоренностям, достигнутым с Ливаном, но не позволит Хезболле усилиться или перевооружиться, и будет продолжать устранять любую угрозу гражданскому населению. Министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате воздушного удара израильских сил по Бейруту погиб 1 человек и 21 получил ранения.
Одновременно турецкие источники сообщили, что Израиль расширяет свое присутствие на юге Сирии за пределами Голанских высот, вторгаясь в сельские районы возле Дамаска, Дараа и Кунейтры. По их данным, с декабря 2024 года Израилем захвачено не менее 800 квадратных километров, а также построено 19 новых незаконных военных баз. Турецкие источники обвиняют израильские силы в том, что они, действуя внутри буферной зоны ООН, нарушают соглашение о разъединении 1974 года. Отметим, что пару дней назад, а именно 19 ноября, в соцсети Нетаньяху появилась публикация, где он сообщил, что посетил сирийские территории, включая Голанские высоты, находящиеся под контролем израильской армии. Делегация, в составе которой был также министр обороны Израиля Исраэль Кац, получила оперативные брифинги по вопросам безопасности. В своем заявлении Нетаньяху отметил: «Сегодня я посетил буферную зону в Сирии, прошел оперативный обзор и встретился с бойцами, которые ежедневно защищают Израиль, подчеркнув свою гордость за их службу». Этот визит состоялся через несколько дней после того, как совместная российско-турецкая делегация осмотрела старые российские наблюдательные посты в сельских районах Аль-Кунейтры и Дараа, что свидетельствует о явном прогрессе в переговорах между Москвой и Дамаском по вопросу возвращения российских миротворческих сил на сирийско-израильскую границу. На фоне этих событий министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в соцсетях, что Израиль остается сильным, инициативным и адекватно реагирующим на любые угрозы. Он напомнил, что накануне посетил зону безопасности в Сирии с Нетаньяху и встретился с военнослужащими, которые выразили готовность выполнять любые задачи. Кац подчеркнул поддержку командующего Центральным командованием и сил безопасности, действующих на местах после инцидентов в Иудее и Самарии, отметив, что правительство продолжит укреплять и расширять израильские поселения в этих районах при обеспечении безопасности и соблюдения закона. Он также заявил, что Израиль не позволит группам радикалов нарушать порядок, нападать на солдат Цахала или использовать ситуацию для подрыва безопасности. В ближайшие недели, добавил он, правительство рассмотрит прецедентное решение о выделении инструментов и бюджета для специального проектировщика, полковника в отставке Авихая Танами, который займется комплексным изучением ситуации, что, по его словам, приведет к существенным изменениям на местах. На этом фоне последовало заявление Министерства иностранных дел Сирии, которое резко осудило визит премьер-министра Израиля и министра обороны на территории, контролируемые Израилем на юге Сирии. Дамаск расценил его как серьезное нарушение сирийского суверенитета и территориальной целостности. МИД Сирии подчеркнул, что попытки создать новую реальность противоречат резолюциям Совбеза ООН и являются частью политики Израиля по укреплению оккупации. Сирия вновь заявила о необходимости полного вывода израильских сил с ее территории, подчеркнув, что любые меры Израиля на юге Сирии являются незаконными и не имеют юридической силы. Дамаск призвал международное сообщество оказать давление на Израиль, прекратить оккупационные практики и обеспечить возвращение к соглашению о разъединении сил 1974 года. Отмечается в заявлении МИД Сирии. Параллельно премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил о готовности Бейрута к переговорам при посредничестве США, обвинив Израиль в уклонении от диалога и использовании пограничных постов как инструмента давления. Он отметил, что инициативы по разоружению продвигаются, но замедляются из-за тяжелого экономического кризиса в стране. Салам подчеркнул, что Ливан неоднократно демонстрировал готовность обсуждать спорные вопросы, включая вывод израильских войск из районов, которые Израиль продолжает удерживать после войны с Хезболлой, и указал на отсутствие ответных шагов со стороны Израиля. Позднее, уже после посещения Голанских высот, Нетаньяху заявил, что Сирия заинтересована в заключении соглашения о безопасности не меньше, чем Израиль, а, возможно, даже в большей степени. По его словам, Израиль остается сильным и решительным, а любые договоренности, направленные на предотвращение эскалации, принесут пользу обеим сторонам.
Одновременно премьер-министр Израиля сообщил о работе над инициативой развития независимого производства боеприпасов, подчеркнув намерение сократить зависимость страны от внешних поставок, включая союзников. Он отметил, что Израиль должен стремиться к максимальной самостоятельности в вопросах обороны. Израильские СМИ сообщили, что 22 ноября Министерство обороны заключило контракт с компанией «Рафаэль» на расширение серийного производства системы «Железный купол» в рамках американского пакета помощи. В ближайшие годы Цахал получит новые партии перехватчиков. Американский пакет стоимостью 8 миллиардов 700 миллионов долларов предусматривает выделение 5 миллиардов 200 миллионов на развитие израильских систем ПВО, железного купола, пращи Давида и лазерного комплекса «Рафаэль». Система «Железный купол» показала высокую эффективность против ракет малой и средней дальности, а также беспилотников, обеспечив серьезную защиту тыловых районов. Сообщается, что утверждение пакета помощи произошло вскоре после визита наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана в Вашингтон, где администрация Дональда Трампа согласовала с Эр-Риядом сделку по продаже 40 истребителей F-35. Это демонстрирует, что США стремятся укрепить безопасность Израиля, одновременно развивая стратегические связи с ключевыми арабскими партнерами в регионе, что усложняет региональный баланс, но подтверждает сохраняющуюся роль Вашингтона как главного гаранта стабильности на Ближнем Востоке. Таким образом, текущие действия Израиля и его международные союзники укрепляют обороноспособность страны и оказывают давление на оппонентов в регионе, однако сохраняют высокий потенциал напряженности. В ближайшие месяцы ситуация на границах и в соседних государствах останется ключевым фактором для стабильности Ближнего Востока. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на Reg News, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.